Приветствуем вас, дорогие друзья. Мы в прямом эфире. Сегодня мы говорим о порче. Добрый день. Приветствую вас, всех наших телезрителей, кто нас слушает, кому интересно все, что мы говорим и о чем мы говорим. Мы сегодня поговорим о такой интересной теме, как порча. Какие порчи бывают, для чего они делаются, кто их делает, как часто я с таким сталкиваюсь, и вообще, какие ситуации бывают, связанные с порчей. Как часто в моей карьере и моей работе за все 20 лет я встречал людей, у которых есть порчи. И что это означает для человека, на которого порча? Какие порчи бывают? Вот. Прежде всего, я хотел бы вам анонсировать, да, мы вывели, то есть у нас вышел ролик, как мы ездили на кладбище, делали работу, сильный приворот. Вот, На сердце животного. да, на сердце животного, можете посмотреть. Он уже сегодня, если я так понимаю, сегодня он уже... Но он уже загружен. Да, уже загружен, вы его можете посмотреть. Вот, все, кто хотите, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте, я вам отвечу. Более того, в рамках вот этого интервью, да, те люди, которые напишут, да, я их бесплатно проконсультирую. То есть те люди, которые хотят посмотреть ситуацию, а консультация у меня стоит примерно от 3 до 5 тысяч, консультацию я проведу бесплатно. Значит, здравствуйте, Денис, это ролик про кладбище сильный уже посмотрел. Да, ну, реально, это реальная работа, которую я реально делаю, они фантастически придумывают. То есть вы можете все то, что я делаю, смотреть, наблюдать. Вот. Сегодня поговорим о том, какие порчи бывают, как часто они делаются, и как часто с этой работой работают, и как определить человеку, есть порча на нем или нет. Значит, какие виды порчи с глаза, что это все примерно означает и как можно определить. Значит, порчи бывают разные. Есть порчи на смерть, есть порчи на то, чтобы человек обанкротился, скажем так. Есть порчи на то, чтобы человек потерял все в финансовом плане. Есть порчи, чтобы он всегда, человек болел, начал сильно болеть, и врачи не могли ничем помочь, даже в принципе не могли понять, в чем причина. Лечили то одно, то другое. Есть порчи на смерть. Есть разновидностей порчи более 400. Они делаются с помощью магии вуду, черной магии и древней языческой магии. К сожалению, порчи пользовались с давних времен. Еще 2-3 тысячи лет назад заказывали эту услугу. Услуга достаточно дорогая. Сразу предупреждаю, что вообще сделать кому-то плохо – это не есть хорошо. Всегда можно пережить еще что-то, но сделать так, чтобы на твоей совести было то, что вы убили человека, пускай не выстрелив ему в спину, а заказав обряд. Ну, у каждого своя совесть, каждый сам с этим как-то живет. Вот. Одно дело отомстить мужчине, да, и сделать какую-то временную порчу, там, чтобы он, грубо говоря, не мог найти женщину там в течение года-двух, или у него обанкротилась на какое-то время. Есть порчи, например, которые делаются на всю жизнь, есть порчи, которые делаются на какое-то время. Год, два, три, ну, грубо говоря, отомстить за тот или иной поступок. Как часто они встречаются? Они встречаются, то есть я уже говорил, да, из 100% людей, которые мне пишут и говорят, что на мне порча, ну, процентов 20-30 от силы реально у людей действительно порча или какой-то сглаз, или какой-то негатив. Более того, бывают такие порчи, которые были наведены не на вас, а были наведены на семью еще 100-200 лет назад. Бабушка или прабабушка что-то сотворила, кто-то навел порчу, и она распространилась как вирус по детям, мешая жить, в принципе, всему роду. Есть и такие порчи. Есть порчи, когда
подселяет духа к человеку, и у него все в доме падает, все ломается, все, где он не проходит, все это все вокруг, грубо говоря, все он теряет, везде у него Рвется одежда. Да, рвется одежда, все падает, все пропадают вещи. Порчи, то есть разновидностей порчи достаточно очень много. Определить достаточно просто. Есть просто какие-то негативный период жизни, да, у каждого человека есть полосы в жизни, есть белые, есть черные полосы, и они могут быть никак не связаны, грубо говоря, с порчей, да. То есть вам боги дают для какого-то урока, да, пережить те или иные события в жизни. Такое бывает. И это неплохо, да, вы учитесь чему-то новому, переживаете ту или иную ситуацию. Это одно. А когда человек просто хочет вас уничтожить, или он делает порчу, найти человека, то есть найти такого человека, который действительно сделает, достаточно сложно, потому что реально работа это делается в районе 2-3 недель, а бывает даже 1,5 месяца, в зависимости от того, какую вы порчу заказываете. Работа это стоит примерно от 100 тысяч, от 100 до 200 тысяч рублей. Но помимо всего того, что вы делаете порчу, да, вы на себе внутри, то есть вы будете знать, что вы сделали этому человеку плохо, вы через месяц-два отойдете, через полгода или год, а человек будет страдать. Поэтому подумайте перед тем, как делать гадости другому человеку. Одно дело, когда вот ко мне обращается, например, обратилась ко мне девушка не так давно, ее жестко насиловал, избивал муж, вот. Она под страхом жила почти лет 7 или 8 и кое-как сбежала. Не подавала, она достаточно слабая, не подавала она в полицию никуда, она сбежала от него, уехала. И вот она решила ему отомстить. Это я понимаю, когда человека садировали, избивали, я понимаю, за что она ему решила отомстить и почему. Тут у нас вопрос. Подскажите, если по линии матери, мужчины все уходят по онкологии, это может быть разновидности порчи? Да. Есть такая порча, родовая порча и проклятие, это больше, наверное, проклятие называется, когда она наводится, то есть человеку настолько плохо делают, что он в итоге пользуется, на весь род пускает проклятие. И оно как, скажем так, как опухоль распространяется по всем, там, или по мужской линии, или по женской линии. Вот. Такое бывает, такие порчи бывают. Вот вам ответ на такой вопрос. Значит, также бывает, что обращаются люди с такими проблемами, как, допустим, взрослые клиенты, которым порядка 50-60 лет уже. Они вспоминают, как гостя в деревне, там у бабушек, у дедушек и так далее, там видели, как подкидывают соседи, допустим, какие-то свертки, какие-то бумажки с записями, с непонятными, да. Вот, зачастую это как раз и русская, скажем так, разновидность. языческая магия. Магии, да, которой обладали довольно многие. И про это не все знают, но если бы они могли там пообщаться со своими бабушками и дедушками, особенно с бабушками, да, потому что заговаривали там какие-нибудь бородавки, заговаривали еще что-то, а некоторые обладали такой возможностью, что просто портили всю жизнь человеку. И могли это сделать работу там, к примеру, лет 20 назад. Вот, и эффект она давала на протяжении всех 20 лет. И потом человек просто уходил из жизни по причине того, что он болел, страдал. Да. Ксения нам написала: добрый вечер, скажите, как понять, что на тебе порча на смерть?
если постоянно плохое самочувствие, это может быть оно? Это может быть оно. Вопрос в том, что порчу на смерть врачи большей части не могут определить, что это. Они не понимают, что это за... То есть несколько вариантов. Есть порча на смерть, которая делается через болезнь, через рак, да, а есть порча на смерть, когда, человек не определяет, то есть врачи не могут определить, что с человеком происходит, но он гаснет, сохнет, грубо говоря, высыхает, перестает есть, перестает жить, перестает думать, и в итоге умирает. Самая ужасная порча, когда из человека просто сначала становится худым, одни кости видны, и потом он умирает. Как определить? Значит, пойти прежде всего к специалисту, которому вы доверяете или которого вы знаете. Значит, есть такой момент, что если у вас постоянно все, то есть вот происходит куча событий, и они постоянно один за другим происходит, здоровье, там еще что-то, куча разных событий. И они происходят не из года в год и бьют по самому больному, то лучше просто провериться. Прежде всего, бывает еще такое, что люди находят у себя кости животных, то есть это языческая порча. Если подкидывают вам какие-то кости животных, умерших, естественно, животных, если вы находите кости, то это уже первый знак, что, скорее всего, вам сделали какую-то порчу. Кости, иголки, кости, иголки, землю с кладбища подкидывают. Это все, в принципе, можно найти, если вы хорошо осмотритесь, хорошо свою квартиру вымоете, везде залезете. Да, я делаю порчу на смерть, опять же, я смотрю на моральные составляющие, стоит оно того или нет, и заслуживает ли человек этого или нет. Да, я делаю всякие разные порчи. Вы можете обращаться. В основном, большей части я не делаю порчу на смерть. Из такого плохого я большей части делаю отомстить человеку, который очень плохо поступил, скажем так. В данном случае я помогаю. Ситуации бывают разные, всегда есть выбор. И здесь надо понимать то, что вы хотите другому человеку, естественно, либо он заслуживает этого, либо нет. И последствия в качестве... многие задают вопрос, допустим, бывает обратка или нет. Если человек этого не заслужил, а вы это сделали, то вероятно, что у вас просто само по себе произойдет что-то с вами. Если вы сделаете, у какого-то специалиста, у которого нет никаких моральных принципов, заказав там... грубо говоря, бумеранг. Часто бывает, что какие-то женщины начинают заботиться о бабушке какой-нибудь старенькой, престарелой, и потом ко мне обращаются, сделать так, чтобы она умерла, чтобы мне досталась квартира. За такую работу я не берусь, сразу предупреждаю. Отомстить человеку, который что-то плохое реально сделал в вашей жизни, я могу помочь. Помочь отомстить, а не сделать просто так гадость. Потому что человек хорошо живет, и ему отлично живется. Или он живет лучше, чем вы, или у него достаточно денег. Порчу из-за того, что кто-то лучше живет, я не делаю. Порчи бывают такие... Бывает порчи на, грубо говоря, какую-то одну вещь. Бывает на порчи на смерть, бывает порчи на деньги, бывает порчи на любовь. Бывает такая порча сделанная, да, женщины часто любят такое делать, когда они теряют мужчину, да, есть такая специальная порча, порча на любовные отношения. И после вот этой женщины, после того, как он разошелся с женой или которая сделала эту порчу, он не может никак найти себе отношения. У него не получается отношения ни в сексе, ни с другим партнером.
он не может найти другого партнера, как не ищет. И даже если у него что-то получается, от него все женщины отворачиваются. Также наоборот, грубо говоря, мужчины тоже делают на своих девушек, бывших или жен, такие порчи, чтобы они не могли найти ни свою половинку и свою любовь, и не могли ни с кем встретиться, и, грубо говоря, от них все шарахались. Такие порчи есть. Прежде всего, проще всего, если вы действительно думаете, что на вас это проверится, да, но человек, на котором порча, поймите, он понимает это внутри, большая часть людей, они понимают, да, что что-то с ними не то происходит, что-то в их событиях, в их жизни, что-то происходит не то и не так, как это должно было бы происходить. Опять же, бывают ошибки. Бывает, очень много людей думают, что вот, кошка пробежала черная, я попал в аварию, все, надо бежать, снимать порчу. Нет. То есть, еще раз говорю, из 100% людей... Здравствуйте, Бриджит Джео. Здравствуйте. У вас есть какой-то вопрос? Значит, это какого? Порчи бывает, делают их часто. Вы можете увидеть порчу другой магии, порчу, негатив, и я вижу почти сразу. То есть увидеть, конечно, можно. Из любой сделанной магии порчу можно увидеть почти сразу. Порчи бывают разные. Есть такие порчи делаются, да, женщины делают, чтобы у мужчины просто не стоял член. Ну вот женщины любят отомстить своим бывшим таким образом, чтобы у мужиков в какой-то момент просто перестал стоять вообще и никого не стоял. Это достаточно излюбленная порча у женщин, у многих. Вот такие порчи. Она не такая дорогая, эта порча. С этими порчами, такие люди, мужчины, ко мне часто обращаются, у кого просто перестал, после того, как они зашли с женой, или натворили что-то, скажем, не то с женщиной, она взяла, отомстила, и у него после нее перестал просто вообще работать половой орган. Такие порчи бывают. Почти любую порчу можно снять. Все зависит от сложности порчи. От этого зависит, сколько времени, как она будет сниматься. Вот. Негативные последствия бывают. Даже того, что люди делают порчу. То есть, если она неправомерно сделана, есть закон равновесия, и как бы вы можете какую-то обратку получить. По закону равновесия, сколько получил, столько отдал. Вы можете увидеть порчу, другой магии не буду. Да, любой магии порча будет видна. Почти, в принципе, какой бы магии она не была сделана, да, порчу всегда можно увидеть. То есть я видел, ко мне люди приходили вообще просто на них костей не было, то есть, точнее, на них мяса не было, то есть это были просто голые скелеты, ходящие, которые не могли есть, пить. Вот такие порчи существуют. То есть можно сделать так, чтобы человек перестал есть, пить и еле выживал. Но зачем? Прежде чем делать человеку порчу, подумайте, может, не стоит, потому что это же вы можете в той же ситуации оказаться. Многие спрашивают, каким образом защититься от тех или иных воздействий. Значит, есть такой заговор, защита. Она делается опять с помощью магии Вуду, дается я делаю специальную маленькую куклу и амулет специальный такой. Вот, все, что кто-либо вас не пытался сделать, все уходит в эту куклу, и вас это никак не беспокоит, ни негатив, ни ничего другое не может вас затронуть. Такие вещи я делаю. Защитная кукла стоит 25 тысяч, вот, и она вас может защитить от любых воздействий, она делается на всю жизнь. Как таковая, порча, реальные воздействия порчи я видел много раз, то есть они
люди, они, ну, как живые трупы становятся. Люди, когда, например, есть порчи, которые просто делают, чтобы человек финансово перестал, в один момент он был, у него было все прекрасно, он нормально зарабатывал, в момент он перестал просто вообще зарабатывать, или девушка перестала зарабатывать. В один момент теряет все, человек все теряет, и тут, ну, сложно не понять, если человек, в принципе, был лет 10-15 удачным, и тут в один день у него все изменилось. Сколько стоит снятие порчи? Все зависит от порчи, от 45 до 80 тысяч рублей. Все зависит от порчи, какая она, как она сделана была. Так что вот так вот. Ну, также надо заметить то, что в России, что в странах СНГ достаточно много людей, которые ищут и не могут найти человека, который скажет наконец-то правду, потому что многие думают, что на них порча, потому что им просто 20 человек сказало об этом за определенные деньги. Не всегда бывает так, что на человеке порча. Бывает, что просто невезучий человек. Просто по судьбе у него какой-то есть промежуток времени, когда он страдает от тех или иных там своих каких-то проблем или просто заложенных изначально. Вот. Так что для того, чтобы понять, есть ли какая-то проблема на самом деле. Надо просто обратиться к специалисту. Да. И даже если у вас нет проблемы, я, скорее всего, постараюсь подсказать вам вариант решения той или иной проблемы и как выкрутиться, даже если нет порчи, как выкрутиться. Если защита стоит 25 тысяч, дешевле сделать защиту также, зачем снимать порчу? Вы защиту сделаете на порчу? Порча есть, если я защиту не сниму. Защита обратного эффекта не имеет. Да. То есть она защищает от будущего. А не от прошлого. Прошлое, оно так и останется. Да, да. Поэтому всегда проще, ну, как бы, если вы считаете, обратиться к специалисту и посмотреть. Значит, сегодня кто у нас был в чате, да, если вы можете мне писать по телефону, бесплатные консультации я вам дам. Все, кто были в чате, я бесплатно вас проконсультирую. Звоните, всего хорошего. Сегодня у нас будет короткий выпуск, потому что у нас очень мало сегодня времени. Вы можете посмотреть наше видео, которое мы с кладбища разместили. Надеюсь, оно вам понравится. Комментируйте, смотрите нас. Завтра мы в это же время будем в эфире. Постараемся вообще сделать так, чтобы вы нас не ждали больше. Завтра в 22 часа начнется эфир. До свидания. Всего хорошего. Хорошего вечера. Пока.